Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем с вами подсказки карт на будущее, каковы события ближайшего будущего, что нас ждет и, главное, что спешит в нашу жизнь. Возможно, в середине февраля вы с чем-то определитесь окончательно. Итак, давайте узнаем. И первые карты, у нас всего две колоды, но первая колода – это Ленорман. Мы не задаем вопросы, позволяем картам рассказать, какая цепочка последовательности этих событий. Или узнаем, что спешит, или кто спешит. И позже дополним колодой Таро, значение, узнаем неожиданность, что ждет в этот период. Итак, что же спешит в вашу жизнь? Какое будущее ожидает близнецов в эти 10 дней? Возможно, с чем вы определитесь. Или что прояснится. И на колоде Таро первая карта неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. А вторая карта, что у вас либо прояснится, либо в чем ваша сила, или, возможно, это будет то, что вы сумеете осуществить. И посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то документы, согласования, у кого-то учеба. Мы все разные. Энергия денег, финансы. Энергия личной жизни. Каковы они? И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать. А вообще много общения. Это то, что вам нравится, мои дорогие близнецы. С одной стороны, конечно, по карте сад могут быть наши перемещения, как расширение нашего социума. Или, в принципе, разные люди, все же в сад нам показывают, да, какие-то встречи, согласования, может быть, и деловые, может быть, тут все переплетется. И ваши планы по части дел, и личной жизни. Но все решают люди. И где-то карта говорит, для тебя нет ничего невозможного, но дипломатом быть придется. Или карта подсказывает, что через информацию может прийти какое-то важное понимание, как нужно действовать по тому или иному вопросу. Возможно, вы хотите что-то согласовать, и тогда тоже благополучная карта при должной дипломатии, опять же, при лояльности где-то и гибкости в том числе. Потому что по карте, по аркану сад мы не выносим вердиктов. Мы, наоборот, взаимодействуем для того, чтобы разузнать, прояснить что-то. И это работает для нас со знаком плюс. Может быть и поездки, как я уже сказала. Тучи, правда. Дело в том, что этот аркан, он не говорит о чем-то глобальном. Он говорит о заминках. Или чаще он говорит о том, что мы, ну, хотим, да, на самом деле решить какой-то вопрос, но где-то мы не видим правильно или правильный выход, или какая-то ситуация встала на стопор. Но все зависит от нашего восприятия. Есть обстоятельства, которые вы не можете изменить, но нужно принять ту реальность, которая произошла или случилась. И исходя из этого, что мы сейчас имеем на сегодняшний момент, мы уже и пытаемся оттолкнуться. И тогда этот аркан говорит, вот эти тучи, это туча, это не навсегда, это какой-то короткий момент, промежуток, когда, ну вот словно темноватая обстановка, словно какие-то сумерки, и нужно это прояснить. Здесь отчасти пространство, вселенная, как угодно это назовите, или ваша судьба, она вам играет на руку в том плане, что не торопитесь. Вот этот момент он присутствует. Тут будет, с одной стороны, вы сами хотите что-то прояснить, или создать, или организовать. Тут у каждого по-разному. Но и пространство вам тоже помогает. Где-то вас останавливает, потому что пройдет какое-то количество времени, или вы получите, или можете получить какое-то важное извещение, сообщение, важный звонок, переговоры или внешняя обстановка. Она-то тоже проясняется шаг за шагом, день за днем. Но мы этот процесс ускорить не можем. Поэтому вполне вероятно, к окончанию вот этих 10 дней, ну у кого-то и в процессе, тут действительно какая-то ваша траектория, она прояснится. Или вы будете знать, как вам нужно поступить, как нужно действовать. То, что раньше было темнотой или сумерками, или словно туман,
Очертания есть, облик есть, конкретики, но непонятно, как действовать. Вот здесь все постепенно становится на свои места. Третья карта. Карта Клевер– одна из самых благополучных в колоде Ленорман. И нам говорят о том, что это само по себе благополучие и шестерка бубен. У кого-то получение денег, согласование важных вопросов по части недвижимости. Иногда по этой карте проходят, знаете, вот какие-то наши, может быть, и бытовые, рутинные или обязанности, или то, что мы должны сделать. Опять же, решить, согласовать, договориться. Но здесь все со знаком плюс у нас складывается. У кого-то получение само по себе денег или удачный, можно сказать и так, период, когда деньги постепенно как по нарастающей идут. Или увеличивается ваш доход. По этой карте мы заняты, увлечены каким-то делом. Мы именно хотим что-то продолжать. И знаете, 3 карты мы с вами раскрыли. Действительно, достаточно спокойным может быть этот период. Спокойным в каком плане? Что нет чего-то такого, как синкопа, который врывается в вашу жизнь и начинает менять вот так вот или переворачивать все с ног на голову. Но вот такого как бы карты не предвещают. Скорее всего, это ваши слаженные действия в направлении именно в том, которое вы определяете сами. И где-то карты наоборот, где-то даже позитивный такой момент говорят по аркану тучи, если тебе сейчас что-то неясно, непонятно или темноват какой-то вопрос, у тебя все прояснится. Поэтому не гонитесь или не гоните лошадей, не пытайтесь бежать впереди паровоза. Карта башня. И эта башня не та, которая в колоде Ленорман. Эта карта будет свидетельствовать о вашей сильной позиции. Она будет говорить о том, что благоприятные будут к согласованию вопросы по части недвижимости. Тут у каждого по-разному. Кто-то хочет продать и купить в другом месте. Может быть, вопросы вашей семьи, вопросы, связанные с вашими детьми, вашими родственниками. Или по части, допустим, вы планируете переезд куда-то очень далеко. Тогда по этой карте вы будете просчитывать максимально вам приемлемый вариант, искать вот эту самую информацию по аркану сад, детализировать что-то. Потому что, когда выпадает аркан башни, мы себе не вредим. Мы тут наоборот, как будто сплочиться можем с каким-то человеком. Или пусть это будет касаться вопроса личной жизни, опять же, родственники, семья, отношения с вашим партнером, тогда нам хочется это укрепить. Вы чувствуете собственную где-то мощь, силу, влияние и возможность договориться. И тогда для кого-то это будут высокие инстанции, которые тоже проходят по этому аркану, когда вы можете обращаться именно с целью ну, обустроить какое-то свое дело. И знаете, пусть даже если что-то опять становится на паузу или продвигается, мне не остается ничего, как сказать, у вас действительно от вашего выбора зависит, сбудется какой-то вопрос или нет. Может быть, или желание. Вам нужно продолжать, набраться где-то терпения, быть внимательному к мелочам, где-то собой не рисковать. Хоть ни одна карта об этом не говорит, но все же тучи. Есть момент неопределенности. Поэтому эту неопределенность нужно просто пройти спокойно, не создавая для себя самого риска. И пространство для вас этого риска здесь тоже не предусматривает. Где-то, может быть, математический буквально подсчет, если мы говорим о финансах, или получение, или через получение информации вы сумеете понять, как вам нужно действовать или усиливать свои позиции. Неожиданность. Нестойкое намерение. Вы знаете, вам нужно по семерке мечей самому определиться, чего же вы хотите. С одной стороны, это может быть неожиданность. Иногда называют эту карту картой вора. Поэтому будем внимательны, хотя я ни в одной колоде не встретила, вот чтобы было так и написано, карта вора. Нет. Но бытует такое мнение, поэтому будем внимательны к паролям аккаунтов, к нашим деньгам, кому мы что оплачиваем, какие мы даем обязательства или к электронным системам расчета. Поэтому будьте внимательны в плане того, что вы не должны что-то прошляпить. Но это может быть еще и нестойкое намерение где-то ваше, как неожиданность, когда вы прежде не разобрались с каким-то вопросом. Или буду ли я с этим человеком, буду ли я переезжать, буду ли я работать на этой работе. Ну, самая разная палитра вопросов
И вам, правда, мои дорогие близнецы, нужно определиться, какую-то сумятицу из своей жизни убрать. Она не уйдет сама, пока вы не примете важное решение. Пусть в этой колоде карт нам говорят о нестойком намерении. И вот это нестойкое намерение может создавать путаницу именно в вашей жизни. Иногда эта карта может еще и говорить о том, ну, пусть не в этой колоде, забрать свое. И я могу предположить, у кого-то, возможно, и буквально вопросы в суде. Или какие-то споры по части имущества, денег. Такое вполне вероятно, допускаю. Но тогда здесь от вас потребуется какая-то хитрость. Здесь люди могут пытаться вами манипулировать. Ну так и вам ничего не остается, как быть в этих же энергиях. И тогда аркан тучи будет дважды говорить, ну практически кричать. Ты не торопись. У тебя сейчас тот период, когда внимание к мелочам для тебя будет играть очень большую роль. Крупные вещи складываются как раз из каких-то деталей. И, может быть, детализировать тот вопрос, который вы не могли долгое время для себя прояснить или решить. Разложить все по полочкам будет хорошей практикой. И быть внимательным как и к вашему социуму, к вашему общению. Что вы обещаете людям. Ну и, безусловно, определиться. Потому что, знаете, тут могут прийти неожиданности именно из-за того, что вы сами с чем-то никак не можете либо согласиться, либо для себя принять какую-то точку зрения, то, что для вас основополагающее. Но, может быть, и пространство нам повторяет какой-то словно урок и дополнительно нас сталкивает с теми же людьми, с которыми мы не закрыли какой-то гештальт. Вот это тоже может проиграться. И тут будет зависеть еще и от того, что нам приносят эти люди. Значит, для вас, точнее, мои дорогие близнецы, очень важно с чем-то разобраться. И вот такое важное качество, как осознанность, когда мы все подмечаем. Но вообще это ваша сильная позиция именно по части осознанности и внимания, концентрации внимания, критического мышления. И здесь вот эти ваши качества, они вам помогают, может быть, и увидеть какой-то заблаговременно возможный подвох. Здесь эта карта еще и говорит о том, что неплохо бы предугадывать, или будем говорить, что такое предугадывать, слушать свою интуицию, на пару шагов вперед просчитывать ту или иную ситуацию, чем это закончится. Или если мы говорим о том, что вы не можете с чем-то определиться, ну тогда тоже для себя рассмотреть. И если я кому-то скажу «да», и развернуть вот эту последовательность событий, что будет? А если я скажу «нет»? Вот хорошо ли вам будет, или что вам подскажет ваше шестое чувство, если вы с чем-то согласитесь или наоборот от чего-то откажетесь? Но будьте внимательны. В чем же ваша сила или что вам получится организовать, осуществить? Карта Император. По части согласований, контактов с сильными мира сего или с высокими чиновниками, с представителями власти, может быть закона, может быть это тот уровень, который выше по лестнице иерархии, чем вы находитесь, вот здесь ваша сила. И поэтому, каков бы ни был сложный случай, процесс или какое-то дело, ну, правда, у вас сильная позиция. Вы найдете рычаги влияния нужных людей или нужных людей для согласования. Или даже если, мои дорогие близнецы, по закону вот по однозначно что-то сделать нельзя, и тут ведь у каждого своя какая-то дилемма может быть, тогда примите во внимание такой немаловажный факт. Возможно, вам есть смысл обратиться к адвокату. Адвокаты тоже разные, поскольку все же они не небожители, а наши земные люди, точно такие же, как и мы. Но профессионализм, согласитесь, разный. И все же есть тот человек, который знает, может быть, законы лучше. Он знает не только закон в голом виде, а он владеет еще какими-то подзаконными актами, теми изменениями, приложениями, дополнениями, которые всегда присутствуют к любому закону. И тогда он найдет этот выход, решить для вас какой-то вопрос. Безусловно, эта подсказка, она не для всех. Но вся конфигурация карт, которая нам выпала, до карты Император, как раз и может говорить о таком человеке. И для кого-то это важно услышать. Поэтому будьте дважды внимательны. Тут ведь и судьба нам может, знаете, принести, как, знаете, какую-то весть или новость. И с одной стороны, это наш инсайт. Мы можем услышать случайный разговор каких-то людей, переложить на нашу ситуацию
и словно «О, Эврика, я теперь знаю, как мне поступить». А может быть, для вас необходимо действительно обратиться в какую-то инстанцию или в несколько. Какой-то вопрос, возможно, не решается быстро. Опять же, аркан тучи. Но то, что он может быть решен, в этом ваша сильная позиция. В эти 10 дней вы можете точный фарватер найти, как решить какую-то проблему. Ну и, безусловно, карта «Император» говорит о вашей силе. Где-то для вас эти энергии могут быть, знаете, с одной стороны, как и хорошим подспорьем, но с другой стороны, как и наказанием. Почему? Потому что по аркану «Император» есть такая, как я всегда называю, переложить это на то, что вот вы чувствуете именно. Мы говорим больше о психологии, да, или о нашем мировосприятии. Вот когда ваша сила, то есть это где-то олицетворение или сигнификация вас вот в этот период времени, вы можете чувствовать. Есть два мнения, мое и неправильно. О чем мы говорим? О том, что вы видите или хотите решить какой-то вопрос. Вы чувствуете в этот период собственную значимость, собственную силу. Но она не должна вам помешать видеть какую-то истину или какой-то альтернативный вариант, потому что планы корректировать придется, мы только что об этом говорили, или искать какие-то обходные пути. И если мы перед собой поставим табу, нет, вот будет только так, а по-другому не будет, вряд ли мы решим какой-то вопрос. Или эта карта будет в хорошем смысле как раз говорить о вашей сильной позиции и, что немаловажно, ресурсности. Хорошо, дела, работа, бизнес. Ну вот все то, что я говорила, может быть, кстати, дополним это. У кого-то может проиграться ситуация в личной жизни. Мои дорогие мужчины, это может означать, что есть важная женщина в вашей жизни, которая, может быть, с которой хочется быть, или вас соединяют некоторые вопросы. У кого-то это будет бизнес, у кого-то решение финансовых вопросов просто, да, у кого-то семейных, может быть и так, это ваша мама, или может быть ваша супруга, или может быть женщина, с которой вы познакомились или планируете продолжать как раз отношения. И вот это ваша связь, да, связь двух сильных людей. Она не может быть простой. Простые люди вам не интересны, это точно, со сложными не бывает просто. Примите этот факт, поэтому быть гибче совершенно необходимо. Может быть, кто-то и не верит женщине, кстати, вверху семерка мечей. Я не могу сказать, что есть какой-то подвох со стороны человека. Отнюдь нет. Просто тут может быть на уровне вашего восприятия, потому что этот человек никогда не согласится с вами на 100%. Но это не дает повод думать, что от вас кто-то что-то скрывает или что-то вам хочет сделать во вред. Вот такой вот тонкий нюанс. Просто с этим человеком вам никогда не будет просто. С ним будет интересно. Или с этой женщиной. Это я еще продолжаю для мужчин. Или, к примеру, с этой женщиной вам придется учитывать ее, где-то желание в хорошем смысле. Это человек самодостаточный. Он тоже имеет какие-то свои планы. Может быть, имеется в виду или свой бизнес, или взгляд на бизнес, если это партнер по бизнесу. Если это партнер по браку, то он тоже ресурсный человек. Он хочет продолжать, может быть, свое какое-то творчество, хобби. Или, есть в нем, для него точнее, какая-то его личная стезя или как духовный, к примеру, путь. И он от этого тоже не откажется. И от того, как вы сумеете договориться, зависит ваше счастье. Мои дорогие девочки, для вас это ваша сила. По аркану сила больше идет женская сила. Это ваша притягательность. Это желание с вами знакомиться, к примеру. У кого-то так проиграется. Или когда лица противоположного пола на вас будут больше обращать внимание. Может быть, кто-то, допустим, из мужчин, изъявит желание продолжить с вами отношения, хотя прежде это было какое-то знакомство. Или была дружба, тогда сделать эту дружбу несколько ближе. Тогда семерка мечей, которая вверху, это вы будете не доверять, потому что с другой стороны стоит какой-то император. Вот такой вот жестко непримиримый. И вы это можете прочувствовать. Мои дорогие близнецы, тут вот может быть такая ситуация в 10 этих дней, когда нашла коса на камень. Вот правда, лучше не скажешь. Двое взрослых
и сильных людей. И у кого-то это проиграется напрямую в личной жизни. И причем у вас не получится, как и вам, если вы будете настаивать на своем, или противоположная сторона. Вот неважно, кто меня сейчас смотрит. Если каждый будет где-то дудеть в свою дуду, ну так, иносказательно говоря, да, иметь какую-то свою мелодию и не будет готов сложить этого, ну, как в какой-то прекрасный дуэт, тогда ничего и не получится. Здесь взаимодействие. И где-то Аркан Сил об этом тоже говорит. Вот лев– это прообраз нашего эго. И когда мы хотим настоять на своем, а здесь нам нужно быть дипломатами. Лев на карте подчиняется девушке, потому что он не чувствует агрессии. Поэтому мирные переговоры– основа всего. Но, повторюсь, сильная позиция. Финансы. По верховной жрице тут может быть ситуация, опять же, у вас старший аркан. У вас 3 старших аркана из 4 карт. У вас может в эти дни решаться какой-то очень серьезный вопрос. И мы не говорим, что это будет на 100% решено. Но, как я уже говорила, фарватер или продвижение, направление вы выбираете в эти 10 дней. Вам важно с чем-то определиться. И если прежде была какая-то мутная, непонятная история, это не значит, что мы с водой должны выплеснуть ребенка, то есть какую-то истинную суть. Или то, что нам как даровано судьбой, природой, вселенной, назовите как угодно. У кого-то будет встреча с человеком, та, которая произошла, может быть, раньше, и это касается личной жизни. Или это ваш партнер по бизнесу или браку. Но в эти 10 дней нас может еще и судьба свести с очень важным человеком. И у кого-то это по оформлению дел или по решению какого-то вопроса, я об этом говорила, а у кого-то карты будут говорить, что рядом с тобой может быть в эти 10 дней как раз очень важный человек, или вы захотите, чтобы он был с вами рядом. Какие-то важные отношения у вас должны продолжиться, я это вижу так. Но по части финансов перейдем, Верховная Жрица. Есть какие-то пункты, когда вы идете словно в темноте. С другой стороны, здесь ведь это всегда карта неопределенности и тайн. С другой стороны, это еще и как карта независимого человека, который много не говорит. Отчасти и вам по финансам не бегите впереди паровоза. Здесь какая-то может быть история финансовая, которая непонятно каким образом еще сложится. Поэтому тут мы вердиктов не выносим, не даем обещаний. Неплохо бы было иметь заначку, я это прямо скажу, когда выпадает Верховная Жрица на финансы. Да, это вот есть какой-то наш доход, как подушка безопасности, о котором не знает никто. Но и если мы создаем какие-то документы напрямую, то здесь нужно все же понимать, какая-то ситуация финансовая для вас должна быть прояснена. Может быть, это основополагающий момент в том плане, что нужно уделить чему-то внимание. Причем по части финансов здесь вы еще на этой неделе можете, к примеру, не видеть, каким образом, если вы сейчас работаете над вопросом, к примеру, вторичный доход или я могу заработать денег, то собирать информацию прекрасно. Но тогда рассмотрите все варианты, ведь эта карта будет говорить о чем? Возможности скрываются в тени. И вот эта тень, она постепенно прояснится, иными словами, тучи. Но рассеется что-то. Но какой-то путь, опять же, так вот скрупулезно, детализированно вам нужно пройти. С чем-то разобраться и в деньгах. Личная жизнь. Ну, наверное, из какого-то заточения пора выходить. Или ваш выход на авансцену. Выход осторожный. Ваше решение действительно по части личной жизни. И девятка жезлов– это карта великой силы или великой мощи в герметической колоде Таро. Но мы должны понимать для себя самих, а, куда мы будем прикладывать усилия, куда мы эту самую силу будем тратить, в каком направлении. И здесь будет важно вот этот забор, словно из 9 жезлов, раздвинуть, выходить. Хватит быть в одиночестве. Вот для кого-то, для тех, кто один или одна, эта карта об этом будет просто кричать. Да, ты не должен всем подряд доверять, но, тем не менее, ты не должен и быть в этом заточении, за этим словно забором или в периоде каких-то ограничений. Здесь
Очень важно расширить свой собственный, может быть, с учетом тем более аркана Сад, горизонт возможностей или палитру взаимоотношений, расширение, может быть, социума вашего, подумать, как это сделать. Сделать аккуратные шаги навстречу судьбе. Потому что, да, судьба, хоть и говорят, она тебя найдет. Ну кто ж вас найдет, если вы за 9 жезлами или за каким-то забором замыкаетесь, не откликаетесь? Здесь нужно выйти судьбе навстречу. Вот где-то карта об этом. Да, тоже неторопливые действия, потому что по этой карте мы не должны, как и себе, навредить, что немаловажно. Второй момент. Упустить чего-то вам будет очень важно. И не упустить, мои дорогие, правда, то, что вам дает судьба. Или забрать что-то по судьбе. И здесь у каждого по-своему. У кого-то через личную жизнь будут проходить согласования. И все то, что я говорила вот по этим двум картам. Да, по сути, по всем. А у кого-то и по части вашей работы, вашей занятости. Это тоже чего-то не упустить, может быть, важно. Как и в личной жизни не отказаться, например, от партнерства, которое вам дарует судьба. Пусть это где-то непросто, но не бывает в нашей жизни, наверное, то, что по-настоящему истинно, надежно, оно не бывает, ну, как-то так вот легко, что ли. Или, как знаете, само собой разумеющимся. Нет, это всегда сопряжено с каким-то нашим периодом осмысления. Вот такой пункт. Или взаимодействие с таким человеком. Поэтому в заточении быть заканчивайте, мои дорогие близнецы. Карта об этом напрямую говорит для всех. Может быть, для тех, кто в паре, но вы сейчас ну, как, знаете, поссорились, например, да, не договорились со своим партнером. И такое тоже может быть. Тогда время провести важные откровенные разговоры. Но опять же, не ожидать, что партнер это сделает первым. Здесь двое вот именно должны через взаимодействие договориться. Иными словами, с вашей стороны, выйти судьбе навстречу, как бы карта рекомендует. Совет. Король жезлов. Ну, правда, определиться, куда я иду, чего я хочу. Вот это будет основополагающее. Король жезлов – это карта харизматичного лидера. И нам карта дополняет значение, что это, да, это ваша сильная позиция. Но как взаимодействовать с окружающими или решить какой-то вопрос. С одной стороны, король жезлов никуда не спешит. Потому что, ну, так вот складываются обстоятельства. Что-то мы тут не ускорим, и мы об этом с вами говорили. Но с другой стороны, он должен сам хорошо понимать, чего же он хочет достичь. Будьте лидерами. Лидер всегда знает, в первую очередь, чего же он хочет, что же для него основополагающее или главное. Ну вот такой карта совет дает вам. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие близнецы.